Епископ Вениамин Милов. Письма из Владимира. Январь 1938 года. Дорогие, как посмотришь на вашу жизнь, полную суеты, житейских обязательств, часто мешающих вам быть с Богом, и на множество тревог, так невольно задумаешься над тем, что можно было бы вам дальше сделать ради спасения своих душ в порядке постепенности. Вот прошла исповедь, но ведь здесь только обращение к Богу, отчасти мысленное и отчасти сердечное, но еще не волевое. И слабо на нас действие Божьей благодати от того, что глубины нашей воли еще не успели обратиться к Богу. Для обращения их требуются новые труды, за которые Господь особенно вознаградит вас. Нужно вот что: ходить и действовать всегда в чувстве своей немощи, с полаганием печати молитвы и некоторых поворотов души к Богу перед каждым делом. Мы уже прежде говорили, что рабство наше Богу требует от нас поступать решительно во всем с настроенностью рабов Божиих. Для этого, напомню, нужно молниеносно перед всяким делом приучить себя. Первое. Сознавать, что на поступок или слова, или мысль вашу есть изволение Божие. Второе. Склониться на задуманное, как на волю Божию. Третье. Восчувствовать свою немощь для осуществления предположенного и попросить на то Божьей помощи молитвой. Четвертое. Наконец, по совершении дела не выходить из смиренных мыслей о себе, считая себя без Бога ничем. Заметьте, что характер нашей жизни в силу нашего падения изначального есть душевно-телесный. В искусствах, науке, в устроении земного быта своего у нас работает более природа, силы души нашей. Но задача нашей земной деятельности клонится не к тому, чтобы умереть культурным человеком, насыщенным благами земли, а в том, чтобы свою природу положить в силу Божию, эту силу Божию восчувствовать, приумножить в себе подвигом, страданием, научиться носить ее во плоти, одухотвориться ею и в таком облагодатствовании отойти к Богу для более совершенного единения с Ним и зрения Его лицом к лицу во Христе. Вот совместить занятия земли с долгом своего, так сказать, обожествления и трудно. Мы нагоняем лоск приличий и светской вылощенности обычно совне, а нужно облагораживаться, собственно, изнутри, влияниями самого Господа Иисуса Христа. Спрашивается, как же это возможно? Постепенным обращением себя к личному молитвенному единению с Господом, к благоговейно-смиренному поведению перед Ним и к смиренно-мужественному претерпеванию домашних огорчений с восстановлением общего мира после каких бы то ни было искушений. Вот следующая ступень, на какую надо подниматься вам. Заметьте еще и такую подробность. Молиться мешают люди, и многоутешность чрево насыщения. Сладкопитание огрубляет душу. Когда вы после умеренного, но сладкого обеда попробуете молиться, тогда никоим образом не придете в сокрушение сердца. Отсюда вывод такой: раз от нас требуется какое-то очищение и утончение телесности для молитвенного общения с Богом, а сил на такие отказы не имеется у нас, то остается одно – начать утром и вечером просить у Господа пробуждения на нас желания и сил к телесному самоограничению. Жирного надо меньше кушать, чтобы сердце всегда было утонченно, чутко и чисто. Говорите в молитве по несколько раз утром и вечером, после молитв обычных слова: «Господи, пробуди во мне желание и силу к посту, молитве и непрестанному покаянию». Или «Господи, ими же веси судьбами склони меня к посту, молитве и сокрушению сердца». Собственно, из покаянного настроения мы никогда не должны выходить. Оно есть залог непрестанного обновления в нас благодатных переживаний. Лично я, говорю это только ради общей вашей пользы, стараюсь часто молиться словами: «Покаяние отверзи мне двери жизнодавче». И еще: «Господи, к покаянию меня призови, да не буду стяжания и брашно чуждимы. Спаси, сам меня ущедри». От молитвенных, искренних и частых воззваний подобного рода к Богу появляется в душе смягчение, расположение к сокрушению, а иногда и чувство тяжести своих грехов.
Пока свет благодатной силы не озарит тайна души, мы не можем скорбеть о себе. Напротив, нам еще кажется, что лучше мы других, или мы бываем какими-то деревянными и мертвыми в отношении божественного умиления. Пока в питании не придем мы к умеренности, не вымолим себе действия силы, помогающей побороть чревоугодие, до тех пор молитва будет идти плохо. Слова не будут долго ложиться на сердце при чтении молитв без наличия самоограничения и станут какими-то чужими. Потом знайте, что враг будет стараться у вас дома, а иногда между мной и вами, строить мысленные недомолвки. Вы за меня не переставайте молиться, а домашние неприятности ежедневно вечером, во что бы то ни стало, заканчивайте примирением. Пусть примирение будет от сердца, от души. Радио вам, по-моему, вредно теперь, поскольку вы уже самоопределились по Богу, хотите быть Божьими, к чему лишние развлечения. Сон ОНН весьма знаменателен. Только теперь она убедилась, что все говоренное ей на земле о догматах веры – сущая вечная правда. Но, очевидно, не успела она волю свою предать Богу и Его закону. Из-за того ей в загробной области тяжко. Попробуйте кое-что из ее вещей раздать бедным с тайным убеждением, что делаете ради Христа в память ее. Ей будет легче. Можно бы, если сможете, докончить заказывание 40 в память ее, хотя я ежедневно ее и поминаю. Слова НН, что ей тяжко, притом около 40-го дня, показатель неблагополучия ее за гробом. Надобна усиленная молитва. Дай Бог вам спастись. Простите меня за почерк, за стиль письма. Писал наспех. Еще раз благодарю за все.